Приветствую! Записываем обновление обзора криптовалют. За последние дни произошли определенные у нас движения, но всеми ожидаемого пробития хая так и не случилось. Объемов у нас также не появилось, индикатор вверх у нас, конечно же, не полетел. Что это у нас сейчас такое происходит? Стоит отметить, что по Фибоначчи мы прошли практически все уровни, кроме последнего. Осталось выбить хай. Это говорит о том, что даже если эта коррекция, как я говорил раньше, низко она уже не уйдет. Даже если мы промеряем расчетную зону, она у нас вот здесь. Ну, естественно, она должна добить до нижнего лоя. Ну, то есть практически она и не обновит лой. Максимум, до куда она уйдет, эта коррекция, до предыдущего лоя. И то это уже маловероятно. Появились новые факторы, которые видно на графике, которые говорят о том, что с большей вероятностью мы идем не в ЭБЦ, а в треугольнике. Наиболее вероятный сценарий сейчас на графике – это построение треугольной формации. Продолжительный флэт, который будет нас таскать туда-сюда, то вверх, то вниз. Здесь по-прежнему у нас три волны вверх, что не является импульсом. Можно будет пересмотреть данную разволновку, если мы скорректируемся и нарисуем пятую волну. Тогда да, это уже будет точно импульс. Основной прогноз по биткоину вот такой. Дальше у нас по эфириуму. По эфириуму у нас также ни объемов, ни индикатора, ничего подтверждающего то, что это импульс, нет. Движение пошло вниз. Давайте посмотрим, докуда у нас скорректировалось от последнего импульса. А скорректировалось у нас практически тоже до 0.786. Немного не пробили, на биткоин не пробили. Здесь также два этих сценария основных. Либо это зигзаг и пойдем вниз. Но опять-таки далеко вниз мы не пойдем. Давайте перемерим расчетную зону. Расчетная зона у нас также сдвинулась выше. Но здесь можем немного пробить. Но, скорее всего, если по биткоину движение будет треугольное, то и по эфириуму тоже пойдет за ним. Поэтому два сценария. Либо вниз, ниже предыдущего лоя, либо треугольник, как по биткоину. В любом случае коррекция продолжается. По риплу. По риплу у нас также в болоте он лежит. Вниз он так и не сходил, наверх тоже не хочет, болтается то вверх, то вниз. По риплу уже который день прогноз без изменений. Он вместе со всеми пойдет вниз. Дэш. По дэшу практически добили до расчетной зоны. Давайте посмотрим здесь, насколько мы скорректировались от импульса. Здесь мы даже не добили до 50%. Вот по дэшу как раз таки возможно поход просто вниз. Он не менее вероятен, чем треугольник. Если бы забросили повыше, тогда да, треугольник был бы более вероятен. Здесь же сценарий по-прежнему оставляем без изменений. Заброс наверх до расчетной зоны и снижение вниз. По АДе. По АДе здесь все меньше и меньше, похоже, что здесь 5 волн будет. Дали хороший прострел наверх и направились также вниз. Тот, кто подпирался здесь стопами и трейлил свой заработок, я думаю, он уже словил стоп и получил свою прибыль. Из того, что я вижу на графике, сейчас основной сценарий все-таки тоже вниз. Так как здесь прошло 3 волны наверх, даже с учетом того, что здесь объемы, наиболее вероятно это волна С. Она тоже является импульсной. По АДе основной вариант движения это вниз, как минимум вот до этих лоев. Что это будет, 5 или 3 волны, пока непонятно, но для обозначения движения давайте отметим общую структуру движения. Раз, два, три волны здесь, раз, два, три волны здесь. И сюда либо пятерка, либо тройка. Ориентировочная расчетная зона. Вот сюда. Вполне можем выбить здесь стопы. Дальше дот. По доту у нас какие изменения по полкадоту? Здесь также индикатор вверх не идет, объемы вверх идти не хотят. Скорректировались мы до 0.786. Хаи так и не пробили. Что здесь может быть?
Вполне возможно, здесь также будет рисоваться что-то треугольное. А что у нас треугольное? Правильно, треугольник. Если мы не будем перебивать здесь хай, то ориентировочная зона, куда ожидается коррекция от последнего движения, это вот сюда. Вполне возможно, пойдем и ниже, но это самая оптимальная зона. Здесь и проторговки, и уровень, и расчетная зона по Fibonacci. Куда пойдем дальше? Увидим. По BNB. Также цена хорошо подлетела. Мы пришли в расчетную зону, как по заказу. Получили здесь объемы. Вот здесь наиболее вероятен как раз-таки сценарий с волной 3. Объемы просто шикарные. Вниз мы сильно не откатились. Вполне возможно, что мы просто здесь скорректируемся, пока все будут идти вниз, а мы пойдем здесь в четверке. И продолжим движение наверх. Основной вариант движения цены оставляю. Без изменений. Коррекция в четверке. Мы до нее еще не добили. Затем цели в пятой волне. Рассчитаем, когда здесь будет разворот. Дальше глянем. Монетку из доната. Попросили Ethereum Classic обновить. Что у нас здесь было в прошлом прогнозе? Прошлый прогноз. Так, прошлый прогноз, похоже, мы завершали вот где-то здесь. Четверочка у нас. Вот она, расчетная зона. Мы ее даже пробили, но не пробили пик волны 1. И пока, как самое оптимальное движение, это поход наверх. Давайте посмотрим, где это у нас будет. Расчетная зона для волны 5. Вот сюда. Тройка сюда. Это пока рано. Наиболее вероятный сценарий движения – это достижение вот этих пиков по эфириуму классику. Объемов пока не сильно много, но движение восходящее. Приоритет у нас движение наверх. Прошлый прогноз обновили, и он пока актуален. Если пробьем вниз и зацепим здесь волну 1, тогда уже надо будет пересматривать разволновку и что-то менять. Пока все без изменений. Давайте посмотрим еще, что у нас по рублю. По рублю у нас также идет пила. Но вообще, вероятнее всего, такое движение – это коррекционное движение, и мы все-таки сможем здесь выбить вот этот стоп. Я, естественно, свои купленные рубли никуда сливать не буду. А если пойдем ниже, то только усреднюсь. Потому что даже если мы пробьем ниже, то это будет только еще один шанс для того, чтобы купить доллары. Потому что основное движение у нас по рублю – это, конечно же, наверх. Рубль у нас очень слабый. С учетом того, что доллар не показывает ничего выдающегося. Цена на нефть восстановилась еще на уровне до пандемии. А рубль у нас как будто бы ничего этого не видит. Он очень слабый. И стоит нефти снова полететь вниз, снова ввести какие-нибудь санкции или что-нибудь написать в Твиттере Байдену, наш рубль просто грохнется, а курс полетит вверх. Поэтому я и на этих уровнях покупал, и чуть выше покупал, и если спустится, и еще куплю долларов, поэтому ничего страшного, если он снизится, курс. Так, вспомнил, еще же хорошо бы посмотреть индекс доллара, раз речь об этом зашла. Корреляцию мы в прошлый раз с вами обсуждали в видео. Что у нас здесь такое происходит? Мы достигли расчетной зоны, но, судя по всему, это был еще не конец движения, потому что вниз прошла тройка, пока сформированного импульса нет, и вполне вероятно, что по индексу доллара мы еще пойдем выше. Ах, не туда поставил точку первую. Давайте еще раз поставлю. По моему мнению, здесь будет у нас 1, 2, 3, 4, 5, то есть еще одна волна наверх. О чем это говорит? Когда у нас индекс доллара идет наверх, биткоин идет вниз. Это вполне вписывается в наш прогноз, который я озвучивал в начале видео. То есть индекс доллара пойдет наверх, биткоин пойдет вниз коррекцию. Возможно, здесь тоже будет что-то треугольное напоследок. Все будем пилить, корректироваться. И затем основной вариант движения по индексу доллара – это, конечно же, вниз. Пока это выглядит так, именно так. Основной вариант движения вниз. Когда он будет следовать этому движению, биткоин пойдет пробивать хаи и устанавливать новые ценовые рекорды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!